Приветствую всех в шестой части по северу и продолжаем двигаться на восток. В 300 км от Магадана, 50 км западнее от поселка Синегорье, находится красивейшее место – озеро Джека Лондона. Довольно труднодоступное место для посещения, и тем не менее оно того стоит. Нетронутая природа и красоты вам гарантированы. Озеро лежит среди гор на высоте 803 метров, длина в северо-западном направлении 10 км, глубина достигает 50 метров. Протокой соединено с озером танцующих Хариусов, из которых вытекает река Кюэль-Сиен, левый приток Колымы, впадающий в Колымское водохранилище. Находится между хребтами Большой Анагачак, высшей точки которого гора Снежная 2292 метра и пик Абориген 2286. По берегам встречаются песчаные пляжи, несколько живописных мысов выступает в озеро. С виду оно напоминает фьорды Норвегии. До конца июля на озере плавают льдины, но у берегов вода прогревается до плюс 10-12 градусов. Замерзает в середине октября. Толщина льда к концу мая 2 метра. Вокруг озера Джека Лондона множество небольших по площади озер. Наиболее выделяющиеся по размерам озеро Мечта, Анимон, Серая Чайка и Невидимка. Средняя температура воздуха в январе понижается до минус 35. Сильные метели. В июле до плюс 12. На озере имеется 4 острова. Центральный, самый маленький, делит озеро на две части – Малый Джек и Большой Джек. На острове Вера, расположенном в северной части озера, находится метеостанция. Ее работникам точно есть на что любоваться. Выше я уже упомянул озеро с очень забавным названием – Танцующих Хариусов. Название дано в 1932 году за обилие рыбы хариус. Интересное замечание. Несмотря на название, в отличие от озера Джека Лондона, где живет быстро растущий, чрезвычайно упитанный хариус, вес которого к 10-летнему возрасту может достигать 1 кг. В озере танцующих хариусов хариус существенно мельче, около 500-600 грамм, и растет он намного медленнее. В данном регионе самым значимым и единственным заповедником является Магаданский, расположенный вблизи северного берега Охотского моря. Площадь 883 тысячи гектар. На территории заповедника отмечено 729 видов сосудистых растений. Основная лесообразующая порода – лиственница. Обитают 32 вида рыб, на побережье колонии морских птиц. Повсеместно обитают белки, бурундуки, горностаи, заяц-беляк, соболь, красная полевка. На побережье лежбище морских млекопитающих. С 2005 года заповедник является кандидатом на включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Ямские острова – небольшой архипелаг, состоящий из островов, расположенных в южной части залива Шелихова, к востоку от полуострова Пьягина. Ямские острова, как и побережье полуострова Пьягина, представлены отвесными скалами, подножья которых имеются небольшие галечные пляжи, большей частью затапливаемые во время высоких приливов. Здесь можно наблюдать беспорядочно крутых и высоких волн до 6 метров. В архипелаге располагается один из крупнейших в северной части Тихого океана колоний морских птиц, общая численность которых превышает 10 миллионов особей. Толстоклювые кайры, большие конюги, белобрюшки, очковый чистик, топорик, чайки, маевки, бакланы и глупыши, которых здесь около 1 миллиона, а также самое северное в Охотском море репродуктивное лежбище сивучей, включенных в Красную книгу. Ну и конечно же Колымский край, территория которого условно состоит из всей территории Магаданской области. На территории протекает река Колыма длиной 2129 метров. В водах Колымы обитает 33 вида рыб и рыбообразных. Промысловое значение имеют ряпушка, муксун, сих, нельма, омуль. Национальный парк Берингея расположен в Чукотском автономном округе. В состав парка входит 5 кластерных участков общей площадью около 1 миллиона 800 тысяч гектар. На территории парка обитает 47 видов млекопитающих, из них 15 видов занесены в Красную книгу. Распространены лисица, волк, бурый медведь, рысь, лось, горностай, росомаха. В национальном парке гнездится 157 видов птиц, из которых 23 вида включены в Красную книгу. Наиболее северное положение из охраняемых участков России занимает остров Врангеля площадью 2 миллиона 225 тысяч гектар, в том числе площадь акватории 1 430 тысяч гектар, арктические тундры и горы, преобладающий ландшафт. Климат в районе острова арктический, безморозный период обычно 20 дней. Флора острова Врангеля по своему богатству и уровню эндемизма не имеет аналогов в Арктике. К настоящему времени в заповеднике выявлено 417 видов и подвидов сосудистых растений. Это больше, чем известно для всего канадского арктического архипелага, и в 2,5 раза превышает количество видов из других арктических тундровых территорий. По числу эндемиков остров Врангеля не имеет равных среди всех арктических островов, включая Гренландию. Здесь встречаются такие эндемичные растения, как остролодочник Ушакова, мак городкова и Ушакова, лопчатка врангелевская,
Количество известных видов мхов 331 и лишайников 310 на острове Врангеля также превосходит другие территории в подзоне арктических тундр. Имеются болота с участием сфагнов. Из-за природных условий фауна не богата. В заповеднике совершенно нет земноводных и пресмыкающихся. Зато на острове 160 видов птиц. Среди них стоит в первую очередь упомянуть белого гуся, который образует свою единственную сохранившуюся в России и в Азии крупную автономную гнездовую колонию из нескольких десятков тысяч пар. Регулярно гнездятся черные казарки, обыкновенные гаги, шелохвости, кулики и бакланы. Мир млекопитающих беднее, причем самые типичные его представители сибирский лемень, обитает писец, горностая росомаха, одичавший северный олень, волки, забредают красные лисы. Но особенно именитый житель – белый медведь. Крупнейший в мире район – концентрация родовых берлог белого медведя. В 1975 году, за год до учреждения заповедника, на остров Врангеля были завезены 20 овцебыков. В настоящее время их числилось около 1000. Наконец, на побережье устраивают залежки моржи, интереснейшие и ценные морские звери. На острове Итыгран находится древнее эскимосское святилище. Китовая аллея, археологический комплекс, представленный собой два ряда вкопанных в грунт огромных костей и черепов гренландских китов. Силу природы можно наблюдать на мысе Наварин, юг Чукотки, омывается Беринговым морем. У мыса Наварин наблюдается максимум среднегодовой скорости ветра и повторяемости штормов и ураганов в России. Среднегодовая температура воздуха составляет -4. Растительный покров на территории участка характеризуется полным отсутствием древесных и кустарниковых видов. Здесь произрастает еще не описанный в науке новый вид полыни. Вот название, кому интересно. На отвесных скалах мыса находится один из крупнейших в северной части Тихого океана птичьих базаров. В прилегающей акватории отмечено место массовой миграции серого кита. Здесь были найдены уникальные наскальные рисунки, где изображены сцены охоты древних людей на оленей, возраст которых составляет около 2000 лет, а также места стояния древних киреков. Эль-Гигитгын – кратерное озеро на Чукотке, расположено на Анадырском плоскогорье. Максимальная глубина 174 метра. Котловина озера имеет метеоритное происхождение и представляет собой наполненный водой и осадками ударный кратер. Кратер расположен в кислых породах вулканического происхождения и на момент исследования является единственным известным на Земле ударным кратером в породах такого типа, образован около 3,5 миллионов лет назад. В озере обитает длинноперая паня, вид рыбы, не встречающийся нигде за пределами этого озера. В низовьях реки Пектемель в районе горного массива Кей-Ниней были обнаружены пектемельские петроглифы возрастом около 2000 лет. По состоянию на 2018 год петроглифам угрожает природное воздействие. Часть скалы рухнула вниз к реке. В результате каменные блоки с изображением оказались под слоем речных отложений, зарослями мхов и лишайников. Здесь же, в Чукотском автономном округе, находится самый северный город России Певек с населением около 5000 человек. Вокруг города находится несколько заброшенных горняцких поселков. Среднегодовая температура -10. Певек периодически оказывается под властью так называемого южака, очень сильного порывистого южного ветра. Ветер задувает внезапно, сопровождается снежными вихрями, при этом происходит резкое падение атмосферного давления. Порывы ветра до 80 метров в секунду. Стихия продолжается от нескольких суток до 2 недель. Город застраивался с учетом этих ураганных ветров. Дома возводились так, чтобы каждый микрорайон имел здание-стену, перекрывающую сильный воздушный поток, защищая собой другие сооружения. А вот самым восточным обжитым населенным пунктом не только России, но и всей Евразии является Уэлен. Население 599 человек. Село расположено в восточной части Чукотского полуострова, в непосредственной близости от мыса Дежневой, самой восточной точки Евразии. О мысе я рассказывал в видео про Азию, не буду здесь на нем останавливаться. Климат тундровый, среднегодовая температура -7. Растительный мир скуден, состоит из кустарников. Основное занятие жителей – рыболовство. Мобильная телефонная связь в Уэлене появилась в конце 2011 года. Корякский заповедник находится на севере Камчатки. Расположен в долине реки Куюл, включает также прилегающие горы, полуостров Говена и прилегающую акваторию, бухту Лаврова. Площадь заповедника 327 тысяч гектар, из них 83 акватория Берингового моря. Растительный покров заповедника типичен для берингийской лесотундры. Растений 479 видов, грибы, лишайники, грибоподобные организмы 20 видов. Фауна млекопитающих Корякского заповедника насчитывает 35 видов, из которых 2 завезенные – серая крыса и домовая мышь. Практически
Практически все реки этого региона являются нерестилищами лососевых. Этноэкологический центр Карекского заповедника в селе Теличики, достопримечательность, которую посещают большинство жителей и гости Алюторского района Камчатского края. Там проводят тематические экскурсии, посвященные северным растениям и животным, уникальным природным объектам. Южнее находится Командорский заповедник, самый большой в России морской биосферный заповедник. Площадь его охраняемой акватории более 3 миллионов гектар. Такую же территорию занимает, например, Бельгия. Много редких, в том числе эндемичных для этой территории видов флоры и фауны. Здесь относительно мягкая зима и прохладное лето. Средняя продолжительность безморозного периода составляет около 130 дней. В водах заповедника встречается 250 видов рыб. Вдоль береговой полосы около 300 тысяч особей морских животных. В Красную книгу внесены полушник морской, башмачки настоящие, ятабы, из млекопитающих командорский песец, из птиц канадская казарка, гусь белошей, берингийский песочник, тихоокеанский чистик, алеутская крачка и другие. Единственное место в России, где наблюдение за китовыми проводится круглогодично. Здесь зарегистрирован 21 вид этих млекопитающих, это 25% мировой популяции. Еще южнее один из старейших заповедников России – Крановский, расположен в восточной части полуострова Камчатка и занимает площадь 1 147 000 гектар. Здесь расположены 8 действующих вулканов, высочайшим из которых является Кранотская сопка 3528 метров, термальные озера, знаменитая долина гейзеров, водопады. Основную часть территории заповедника занимают леса и каменные березы. В верхних частях склонов гор распространены заросли кедрового и ольхового стланника. Наиболее важная роль заповедника в сохранении бурого медведя. Здесь обитает одна из крупнейших в России охраняемая дикая популяция этих животных, более 800 особей, что обеспечивает их стабильную сохранность на полуострове. Камчатский подвид дикого северного оленя – один из самых крупных в мире и в настоящее время сохранился в основном на территории заповедника, где обитает в горно-вулканических районах. Среднегодовое количество осадков составляет до 1500 мм. Долина гейзеров, одно из наиболее крупных гейзерных полей мира, единственное в Евразии, представляет собой глубокий каньон реки Гейзерной на площади около 6 квадратных километров. Находятся многочисленные выходы гейзеров и горячих источников, грязевые котлы, термальные площадки, водопады и озера. Озеро Кранотское – самое крупное пресноводное озеро Камчатки. В озере обитает пресноводная форма нерти, какани и 3 эндемичных вида горных гольцов. И на самой южной части Камчатки расположен Южно-Камчатский заказник площадью 322 000 гектар. Данный заказник внесен в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО и номинации «Вулканы Камчатки». Интересные объекты на территории. Курильское озеро, самый глубокий, 316 метров, пресный водоем Камчатского края. Крупнейшее в Азии нерестилище ценного лосося нерки. Каждый год в озеро заходит на нерест до 3 миллионов рыб. Мыс Лопатка, южная конечность Камчатки, вытянут на 25 километров при ширине от 2 до 7. Его поверхность в значительной степени заболочена и отличается обилием тундровых озер. Особую значимость Лопатка приобретает в период миграции птиц. Осенний поток мигрантов по плотности и интенсивности не имеет себе равных в дальневосточном регионе. В дни пик за светлое время суток через мыс пролетает от 9 до 110 тысяч особей. Вулкан Камбальный, самый южный из действующих вулканов Камчатки, расположенный у побережья Охотского моря, Кутхины-Баты, памятник природы, 4 километров от истоков реки Озерная. Вулкан Ключевская сопка, действующий стратовулкан на востоке полуострова Камчатки. Является самым высоким активным вулканом на Евразийском материке. Высота его меняется от 4750 до 4850 метров и больше. Вулкан расположен на расстоянии 60 километров от побережья. Рядом расположены поселки Ключи и Козыревск. Является один из самых активных вулканов мира. Его извержение известно в 1697 году. Например, последнее извержение было с 18 февраля по 20 марта 2021 года. Красивое место – крупная незамерзающая Авачинская бухта. Является главным транспортным воротами Камчатского края. Основной порт – город Петропавловск-Камчатский. Обслуживает рыболовные и грузовые суда. Одна из крупнейших бухт на планете, способная принять любое судно мира. Глубина до 26 метров. По берегам бухты находятся города Петропавловск-Камчатский и Вилючинск. Является основным местом базирования Тихоокеанского флота России на Камчатке. Мертвый лес – это территория в районе вулкана Толбачек. В 1975 году началось сильное извержение вулкана, которое продолжалось 1,5 года. Облако раскаленного пепла накрыло ближайший лес и уничтожило все живое. Большинство животных,
чувствуют приближающуюся катастрофу и покидают опасные территории, так что по большей части пострадала растительность. Также было извержение в 2012 году. Еще одно опасное место – долина смерти. Небольшой каньон на высоте 850 метров над уровнем моря в районе слияния трех истоков реки Гейзерна у подножья вулкана Кихпиныч. Здесь гибнет большое количество млекопитающих, включая медведей. Все дело в ядовитых испарениях, которые стелятся прямо над землей. Временами тяжелый газовый плащ выдавливает атмосферный воздух на высоту до 50 см над грунтом. Ну и напоследок долина реки Паратунка протекает преимущественно в северном направлении, вблизи городов Елизово, Вилючинска и Петропавловск-Камчатского, поселка Термальный. Длина 81 км. В долине реки находятся 3 группы термальных источников. В настоящее время скважинами глубокого бурения вскрыты воды с температурами до 92 градусов. В данной серии я заканчиваю наше северное путешествие. Надеюсь, вам понравилось, вы узнали много нового, было интересно. Всем спасибо, до встречи.